Степаныч жил на краю деревни, там, где огород плавно переходил в густой лес. Его верный пес Верный, старая, мудрая лайка, никогда не подавал голоса попусту. Но последнюю неделю жизнь в доме превратилась в ад. Огромный столетний дуб, росший прямо у крыльца, стал для пса единственной целью в жизни. Верный не ел, не пил и почти не спал. Он часами сидел у мощного ствола, глядя вверх, в густую крону, и выл, так тоскливо и жутко, что у Степаныча мурашки бежали по коже. Ночью лай переходил в яростный визг. Пес бросался на кору, пытаясь грызть ее зубами. «Да что с тобой, дурак?» — кричал старик, выходя на крыльцо в одних исподних. «Нет там никого. Белки тебя задели, что ли?» Степаныч уже начал всерьез опасаться за рассудок собаки. Соседи ворчали: «Заткни его, Степаныч, или пристрели», всю округу распугал. В сердцах старик даже замахнулся на пса палкой, чего не делал никогда в жизни. Но Верный лишь виновато прижал уши, отступил на шаг и снова завыл, глядя на дупло, скрытое высоко в ветвях. На 7-ю ночь Степаныч не выдержал. Бессонница и гнев взяли вверх. «Раз дерево тебе покоя не дает, значит, не будет дерева», — решил он. Утром старик завел старую дружбу. Пила взревела, наполняя двор едким дымом. Степаныч прицелился и вогнал острую цепь вплоть дуба. Верный в этот момент замер. Он не лаял. Он просто сел рядом и внимательно смотрел, как сталь вгрызается в древесину. Когда дуб, издав протяжный, почти человеческий стон, начал заваливаться, Степаныч едва успел отскочить. Дерево рухнуло, подняв тучу снега и пыли. От удара ствол, оказавшийся внутри наполовину гнилым и пустым, раскололся, как переспелый орех. Степаныч подошел к обломкам, вытирая пот со лба. И тут его сердце пропустило удар. Из темного пустотелого чрева дуба, прямо из самого центра, на него смотрели два огромных, горящих ненавистью глаза. Это была рысь. Но не просто кошка, огромный, матерый самец, израненный в драке с волками и забившийся в дупло у человеческого жилья, чтобы выжить. Рысь была на грани безумия от голода и боли. Зверь уже сжался в пружину, готовясь прыгнуть прямо на старика, который стоял в метре, безоружный, только с заглохшей пилой в руках. Рысь взметнулась в воздух, как серая молния. Степаныч успел только зажмуриться. Но удара не последовало. Верный, все это время ждавший этого момента, перехватил хищника в прыжке. Началась страшная свалка. Старик, опомнившись, бросился в дом за ружьем. Когда все закончилось, и раненый, но живой Верный зализывал раны, Степаныч начал разбирать обломки дуба. Но его ждал еще один шок. В самой глубине прикорневого дупла, под логовом рыси, он обнаружил старый жестяной ящик, обмотанный истлевшей мешковиной. Внутри лежали документы и награды его отца, пропавшего без вести в 40-х годах. Оказалось, дед Степаныча, уходя в лес к партизанам, спрятал самое ценное в дупле молодого тогда дуба, чтобы враги не нашли. Дуб рос, поглощая тайну в себя, и только чуткий нос лайки смог уловить запах старого металла и затаившегося врага одновременно. Степаныч упал на колени перед своим псом, обнимая его за шею. «Прости меня, брат. Прости, что не верил». В ту ночь в доме на краю леса было тихо. Старик чистил награды отца, а у его ног спал Верный, пес, который спас хозяину не только жизнь, но и память. Теперь Степаныч знал точно: если собака воет на пустоту, значит, пустота замышляет против тебя зло. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.